Всем привет! С вами Катерина. В этом видео я покажу, как связать вот такое вот кашпо для цветочного горшка. Подбираем легкий поддон, подходящий по размеру. У меня это обычная крышка. И набираем 4 воздушных петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Накидываем нить на крючок и провязываем в первую петлю столбик с накидом. В эту же петлю провязываем второй столбик с накидом. И таким образом, согласно схеме, вяжем первый ряд. Получается, в первую петлю мы провязываем 11 столбиков с накидом. Делаем соединительную петлю и поднимаем 2 воздушных петли. Во втором ряду в каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. Первый столбик, и в эту же петлю второй столбик с накидом. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с накидом и таким образом вяжем до конца ряда. Довязав второй ряд, также соединяем столбики и поднимаем 2 воздушные петли. В третьем ряду повторяем прибавки второго ряда. Провязываем 1 столбик с накидом, в следующую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика с накидом в одну петлю. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязав третий ряд, делаем соединительную петлю, примеряем к поддону. Дно вязаного кашпо должно быть примерно на 5-7 мм больше поддона. Если я провяжу еще один ряд столбиками с накидом, то у меня получится по размеру больше, чем нужно. Поэтому четвертый ряд я провязываю столбиками без накида. И если у вас дно меньше или больше, возможно, нитки будут тоньше, то вам нужно будет связать больше или меньшее количество рядов. Постоянно примеряйте, смотрите, чтобы вам подходило. Довязав четвертый ряд, нам нужно поднять стенки. Для этого выводим крючок с изнаночной стороны, вытягиваем петельку, поднимаем одну воздушную петлю, заводим крючок в соседний столбик с изнаночной стороны, цепляем нить, протягиваем нитку через этот столбик, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Также проводим крючок через следующий столбик, цепляем нить и провязываем столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда. Постарайтесь сделать максимально плавный переход между рядами. Поднимаем 2 воздушные петли и провязываем столбиками с накидом по кругу без изменений. Также соединяем столбики и поднимаем 2 воздушные петли. На этом ряду я сделаю декоративное отверстие. Провязываем первый столбик с накидом, делаем одну воздушную петлю и следующий столбик с накидом провязываем через одну петлю. Рядом провязываем второй столбик с накидом, опять делаем воздушную петлю и следующий столбик провязываем через одну петлю. Таким образом вяжем до конца ряда. И если в конце ряда у вас не помещается второй столбик, то не страшно, оставьте один и сделайте соединительную петлю.
И следующие 4 ряда вяжем по кругу столбиками без накида, без изменений. Также повторюсь, если у вас горшок большего или меньшего диаметра, то вам нужно будет связать большее или меньшее количество рядов. Провязав 4 ряда столбиками с накидом, я сделаю еще один ряд с отверстиями для ленты. Вяжем таким же образом, как и первый ряд с отверстиями. Провязываем 2 столбика с накидом и делаем воздушную петлю. Следующий ряд вяжем по кругу столбиками с накидом, восстанавливая столбики от отверстий. Довязав ряд, делаем соединительную петлю и начнем сразу вязать декоративный край. Отсчитываем 2 петли и в эту петлю провязываем 6 столбиков с накидом. Также отсчитываем 2 петли и делаем соединительный столбик. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязав ряд до конца с изнаночной стороны, вытягиваем петлю. Проверяем, что все у нас ровно, красиво. Протягиваем нить в петельку и обрезаем. Я взяла белую атласную ленту шириной 2,5 см и провожу ее сквозь декоративное отверстие, стараясь не перекручивать. Отрезаем ленту по длине, пусть лучше останется, чем не хватит. И завязываем бант. Отрезаем лишний кусочек. И теперь вместо некрасивого пластикового горшка цветочек будет стоять в оригинальном вязаном кашпо. Всем большое спасибо за просмотр. Поддерживайте канал лайком и подпиской. До новых встреч. Пока.